Обычно Антон просыпался под веселое приветствие будильника, но только не сегодня. Сегодня его разбудили крики, раздававшиеся этажом ниже. Сначала была ругань, а потом она сменилась на заунывный вой и повторяющиеся вскрики. Мать! Мать! Сосед-шизофреник проснулся и маму свою терроризирует. С грустью подумал он, разглядывая серые, давно не беленые потолки своей комнаты. Поздновато в этом году он начал. Слушай его теперь, наслаждайся. На часах ровно 7:00, сегодня 22 ноября. Грусть моментально пропала. Хорошие ему часы Анка на день рождения подарила. Можно любой голос записать. Он так и сделал. Голос был мимимишный, девичий, как у японской певицы. Анка, когда в первый раз услышала, даже приревновала. Пришлось цветы покупать. Он потянулся, сбросил с себя одеяло и пошел умываться под бодрую жизнерадостную песенку. Он снимал комнату с отдельным санузлом у одной предприимчивой женщины. Так-то жить можно, недорого. Но она очень не любила посторонних. Друзей не привести, девушку только со скандалом или в редкие моменты, когда хозяйка уезжала по делам. У нее на этаже 3 таких комнаты было. И еще совмещенная квартира из 2 комнат, где она сама жила. Сдавала только студентам, за каждым следила. Попробуй только вовремя не заплатить, сразу вещи за дверь выставит. Лучше бы ремонт организовала у своих квартиросъемщиков. Так нет, не дождешься. Живут в обшарпанных комнатах, сантехника вся старая. Еду нужно готовить на общей кухне. Про воду лучше вообще молчать. Он открыл кран и некоторое время ждал, пока струя воды не изменит цвет с бурого на желтый. Этой хотя бы можно умываться, пить в сыром виде или кипяченом, боже упаси. Только привозную. Во всем Красногорске уже много лет такая вода. Особенная, как говорят по телевизору, содержит всю таблицу Менделеева. Машину заправлять такой можно вместо бензина. Да вот не в воде дело. Весь город такой. Вчера хозяйка опять докапывалась, требовала, чтобы он окно в комнате вымыл. А как прикажете мыть? Окно старое, створки давно заело, а на стекле копоть с палец толщиной. Только форточка и открывается, но ее лучше не открывать. Из-за запаха. Копченой рыбой воняет, а порой и носками тухлыми. Это привет от масложиркомбината, расположенного поблизости. Оттуда всю срань в воздух выпускают, пользуются погодными условиями. Облако смога над городом уже несколько недель. Безветрие. Снега навалило по колено. Коммунальные службы не справляются. На дорогах еще нормально, а во дворах уже огромные кучи. Серый снег, черный. Митька, его однокурсник и приятель, клялся, что видел даже оранжевый. Горожане всю осень гуляли в масках. Воздух всегда был грязным от деятельности промышленных предприятий. Но в последние месяцы стало невыносимо. Жители организовали пикеты, толпы осаждали мэрии с требованиями прекратить травить народ. Да все без толку. В пресс-службе уверяли, что руководство в авральном порядке занимается этим вопросом, что производится замена фильтров на предприятиях на новые, и скоро все наладится. Просто сложилась такая погода, и нужно потерпеть. Вот ветер подует, и воздух очистится. Только ветра уже неделю как не было. Он наскоро умылся, почесал подбородок, раздумывая, брить или не брить. И тут зазвенел телефон. Антон вернулся в комнату, это был Митяй. «Привет, Тоха. У тебя ботинки сгнили уже или еще нет? Если не сгнили, то гони мне любые старые. 500 рублей плачу». Здорово, а тебе зачем? Как зачем? Флешмоб. Я в группу вступил. Скидываемся сгнившей обувью и почтой посылаем администрации Красногорска. Пусть сдохнут твари. Платят по 1000 за пару. Я готов за половину поделиться с тобой. Да блин, мои сапоги еще живы, недавно покупал. Задумчиво пробормотал Антон и поинтересовался.
Только кто это такой щедрый, что по штуке готов за ношеную обувь платить? Вот тебе не пофиг. Пятихатка на дороге не валяется. Поищи, очень прошу. Да, поищу, конечно. А ты что, опять на старый замут повелся? Против религии прешь, Ирод. Дети Христовы сейчас сила. В такое темное время нужно быть сильными. И если предлагают деньги, то нужно брать. Тем более дело богоугодное. А ты и так скоро свою обувку выкинешь. Все будут выкидывать и не по разу. Только вот вам это не компенсирует. Ты это о чем? Насторожился Антон. В целях борьбы со снегом коммунальщики закинули новый реагент. Экспериментальный. Снег убивает на раз, но кроме того разъедает любую обувь, кроме резиновой. В наш организм, общественном движении «Дети Христовы» уже пошла информация, что с сегодняшнего дня все улицы будут посыпаны этим реагентом. Поэтому от епархии приказ работать на опережение. Когда у народа подошвы подваливаются, как раз и Почта России доставит в администрацию наши посылки. За неделю-то они успеют доставить? Из Красногорска в Красногорск. Да блин, ты что, шутишь? Скоро сам все увидишь. Так что ты масочку не снимай. Мало ли, везде в ней ходи. Я тебя у института ждать буду. И да, ищи драную обувь. Тоха, я как деньги получу, вместе пропьем. Митя бросил трубку. «Идиот», – подумал Антон. Бегает везде, суетится, собирает подписи, выступает в различные организации, то либералов поддерживает, то ящик водки, то подвального за айфон. Суматоха ходячая, а не Митя. Так, что, позавтракать? Идти на общую кухню не хотелось. Хозяйка Яна Петровна любила там подкарауливать своих жильцов и докапываться до них. В последнее время она вела себя как бешеная собака. Если бы еще и туалет был общим, то он бы ни почем-то не согласился снимать комнату. Извела бы упреками и нытьем. Может, погода на нее так действовала? А может, одиночество и неустроенная личная жизнь? Вот чего она себе мужика не найдет? Ходит, воет на всех, чего-то требует. Он подошел к двери и прислушался. Ему показалось, что он слышит ее шаги. Тётя ты, блин, скорее бы покинуть эту гнусную помойку. Он давно планировал съехать с Анкой и жить вместе. Только Анка уперлась. Решила сначала получить должность старшего менеджера в Альфа-маркете и только потом искать съемную квартиру. Скоро в магазине, где она работала, ожидалась грандиозная распродажа бытовой техники. Если она себя хорошо проявит, то должность у нее в кармане. Антон даже присмотрел несколько интересных вариантов для них, но дату распродажи неожиданно перенесли. Все планы снова коту под хвост. Нет, не пойду на кухню. Тут позавтракаю. При желании бич-пакеты без майонеза можно употребить. Антон достал из-под кровати коробку со стратегическими запасами еды и выбрал пару пакетов. Помыл тарелку, поставил чайник. Пока тот грелся, разломал лапшу и хорошенько подсыпал специй. Чайник забурлил, щелкнул. Антон в предвкушении потянулся к нему, и тут в дверь требовательно застучали. «Антон, я сколько раз просила не включать посторонних электрических приборов. Вы жжете проводку, я вас выселю!» Черт, как она узнала? Эта тварь подслушивала под дверью. «Нет, Яна Петровна, вам показалось. Я тут на компьютере видео смотрел!» Крикнул он в ответ и начал быстро прятать улики, понимая, что на этом она не остановится. «Немедленно открой дверь, я требую! Я не одет, штаны мокрые в стирке. Откройте, или я полицию вызову, считаю до 3. «Вот падла!» – подумал он. «И ведь же ж, блять, вызовет. Не поймешь, кто опаснее, она или Шизик этажом ниже». Дверь пришлось открыть. Хозяйка ломанулась было внутрь, но заблаговременно преградил ей дорогу. «Ян Петровна, есть же приличие. Я же к вам не хожу без разрешения».
Хозяйка, натолкнувшись на него, отступила и только хищно повела носом. «Дошираком пахнет. Суп варил в комнате, щенок. Кипятильник включал. Ты учти, сожжешь проводку, я тебя предупреждала. Выгоню из комнаты в один момент. Хоть на коленях ползай, не пущу. С бомжами на вокзале будешь жить, понял?» «Да блин, не варил я, с сухим ел, чтобы только вас своим видом не беспокоить. Если вы проголодались, я могу поделиться». «Ага, еще и хамишь. Нет, это ни в какие ворота. Значит так, раз ты такой наглый, то требую с тебя квартплату вперед. На следующий месяц, усек? Сразу за ноябрь и декабрь будь любезен, раз по-хорошему не понимаешь». «Ян Петровна, откуда у меня сколько денег? Я студент!» Возмутился Антон. «Не янкай мне тут, я тебе не родная. Вон, компьютер свой продай. Только электричество почем зря жрет, пользы никакой. Одни убытки. А мне вон телевизор новый нужен, и 3 антенны, и холодильник, и стиральная машина. Все уже износилось. Ремонт опять же. Вы же все белоручки, гвоздь забить некому. Все самой да самой надо организовывать. И за всем следить. Ты хоть знаешь, что в новом магазине бытовой техники распродажа, а? Ты думаешь, я упущу такой шанс сэкономить? Я же вам всегда платил вовремя, зачем нам ссориться? Попытался убедить ее он. Да мне похрену, таких как ты на улице в очереди десятки стоят на эту комнату. Я и так для вас, дармоедов, самую маленькую цену даю. В общем, 3 дня тебе даю. Не принесешь деньги, выкину твои шмотки с балкона. И закончив на такой ноте скандал, она удалилась. После такого наезда у него пропал аппетит. Зашибись день начался. Просто прекрасно. А не пойти ли вам в жопу, Яна Петровна, с вашими хотелками? Почему именно он должен их оплачивать? У него было все рассчитано. Хозяйке за квартиру он всегда платил 5 числа каждого месяца. Оплата за ноябрь в начале декабря. А тут отдай за 2 месяца. Если он сейчас заплатит этой старой шкуре, то плакала их с Анкой съемная хата. Попросить взаймы у родителей? Нет. Они и так ему помогают достаточно. У Митьки? Не вариант. От отчаяния он начал грызть сухую лапшу. Как бы поступил на моем месте старшак? Думал он. Старшак бы не стал терпеть эту кикимору. Точно. Надо ему позвонить. Двоюродный брат никогда ему не отказывал в помощи. Женился 3 года назад, прилично зарабатывает. У него могут найтись деньги выручить младшего брата. И он позвонил. Слушаю. Зевая, произнес в трубку старшак. Привет, Тоха. Старшак, выручи деньгами, блин, очень надо. А что случилось? Анька твоя новый айфон захотела на Новый год? Так она у тебя вроде девочка не жадная, давно на работе воровать научилась. Или ты новую себе девочку завел? Да нет, это не для Анки, тут... Так, ты учти. Поменяешь ее на другую дуру, и ты мне больше не родственник, понял? Да блин, Яна Петровна требует деньги за 2 месяца вперед. Чего? А ну-ка поподробнее. Антон рассказал. Старшак помолчал, а потом ответил. Залупа ей на воротник, а не деньги. Совсем уже страх потеряла, коза драная. То есть не поможешь? Помогу, все равно тебе сам звонить собирался. В общем так, сейчас ты все свои вещи по сумкам раскладываешь, и я тебя временно поселю в другом месте. Да мне еще на пары идти. Во сколько будешь? К 16 вернусь. Лады, я на машине подъеду к тому времени. Вещи собери заранее. Спасибо, старшак, спасибо. А что за хата? Да увидишь, не боись, хозяин золота. Митяй поджидал его возле института. Да, его трудно не заметить.
Он из любой толпы выделялся своей красной курточкой. Всем врал, будто бы это настоящая Аляска, купленная по большой удаче в секонд-хенде. Он всю одежду себе там покупал и иногда зазывал туда Антона. Так и сегодня. Стоял в красной куртке, штаны черные кожаные, а на ногах высокие ботинки. На голове шапочка желтая вязаная, с помпоном. И еще и шарф зеленый поверх куртки намотал. Антон протянул ему пакет со старой обувью, которую нашел, когда собирал свои вещи. Митяй поправил свою маску, проверил пакет и, оставшись доволен содержимым, выдал ему бахилы. «А это зачем?» – удивился Антон. «Без бахил тебя в институт не пустят. Теперь в них везде будем ходить. Ты бери, у меня бесплатно, а у вестибюля уборщицы 30 рублей. Это еще по-божески. Все бахилы в аптеках раскупают. Скоро они как маски будут дороже гречки. Вон, объявление на двери почитай». Антон прочитал объявление. Предупреждение. Посещение высшего учебного заведения с 22 ноября без масок и бахил строго запрещено. Администрация. Нормально, а чё бесплатно нельзя выдавать школьникам, студентам? Возмутился он. Мы живем при капитализме. Не нравится? Вали за периметр. Злорадно сообщил Митя. Это же все из-за реагента. Вонючий он и портил все. Ты пока сюда добирался, разве не нанюхался? Да я в маске вообще запахов не чувствую. Фильтры меняю регулярно, да и какая вообще разница? Все равно весь город воняет. Антон, ты не заболел? Ты чего? Даже не заметил, что повсюду снег посыпают? Снега почти не осталось. Все улицы в синих лужах, с тревогой в голосе спросил Митяй. Антон огляделся. Да, снега почти не было. Только повсюду туман. Сумрачно, свет от уличных фонарей и днем, и ночью. Народ сплошняком в масках. Конечно, он внимания не обращал. В автобусе давка была, чтобы отвлечься, он слушал музыку в наушниках. А стекла и так в автобусах грязные. Остановку или водитель объявляет, или кондуктор верещит. Да еще и хозяйка. Он рассказал другу о своей беде. Да, давно она на тебя зубы точит. Я тебе еще в прошлом году говорил, зачем у нее жить. А ты дешево. Вот тебе и вышло дешево. Посочувствовал Митя. Да знаешь, пофигу, старшак пообещал помочь. Он тебе поможет, конечно. Только когда увидишь, что он к Янке с топором пришел, он дядя опытный, сам ее расчленит. Тут ты, блин, да иди ты. Не, вместе пойдем. На пары пора. Засмеялся Митяй. День был очень странный. В гардеробе уборщица, вахтерша и двое охранников. Все заставляли надевать бахилы. От того, что топталось множество людей, грязища царила страшная. У отказавшихся покупать бахилы не принимали верхнюю одежду и не пускали на занятия. Больше всего негодовали девушки в сапогах. Кто-то даже придумал заворачивать обувь в полиэтилен и скреплять изолентой. Крики недовольных не умолкали. Они с трудом пробрались на второй этаж. Потом нудные лекции, потом оказалось, что последнюю перенесли. Нужно ехать в другое место. Да ну его к черту! Ты как хочешь, а я до хаты. Хоть компьютер подготовлю к перевозке, решил Антон. Поехали со мной? Нет, спасибо. Последняя пара у Синявкиной, а я и так у нее на плохом счету. Если не буду усердно конспектировать, она меня на экзамене завалит. Отказался Митя. Да еще и обувь мне надо сдать. Может, деньги получу? Нет уж, ты сам как-нибудь. Блин, а еще и друг называется. Ну ладно, сам справлюсь, вздохнул Антон. Возвращаясь к себе на съемную квартиру, он заметил в автобусе несколько человек в синих бахилах. Забыли снять? Краем уха он услышал, как кондуктор переругивается с этими пассажирами. «Снимите бахилы!» «Да чего их снимать? Везде надень, в магазине надень, в поликлинике надень. А они уже по 50 рублей стоят. Так доеду». «Чего? 50 рублей? Блин, да что происходит? С ума сошли с такими ценами», – ужаснулся он. Выскочив на своей остановке, он побежал к своему дому, по дороге заметив некоторые изменения.
Еще недавно тут повсюду были сугробы с трехэтажный дом, а теперь их словно корова языком слезала. Коммунальщики в оранжевых жилетах сыпали что-то на снег. Причем делали это осторожно, в резиновых перчатках, на всех были респираторы. Он притормозил и пригляделся. Они зачерпывали лопатами для снега из больших металлических емкостей синий порошок и щедро разбрасывали повсюду. Артем протер глаза, он готов был поклясться, что видел, как снег плавится прямо у него на глазах, превращаясь в синие лужи. Их потом сгребали этими же лопатами. «Свали с дороги!» Услышал он и посторонился. Мимо проехал маленький снегоуборочный трактор. «Шустро они в этом году снег убирают», – подумал он. «Может, к нам президент приезжает по поводу смога над городом? Вот они и суетятся. Или может еще какая-то шишка? Давно пора. Маски круглый год носим, хари у всех черные, как у негров. Летом торфяники горели, осенью тоже хорошо было. Зима началась, так и вовсе хоть помирай. Пора бы уже посадить в тюрьму парочку зажравшихся капиталистов». Он подошел к своему дому, старшак уже, оказывается, ждал его. Стоял, курил вместе с соседом, живущим на первом этаже. «Вот, Семенович, я тебе точно говорю, пока не назначат коммунистов, такая срань и будет летать над Красногорском», — говорил сосед. «До нашего полного скончания». Сосед в грязной марлевой маске опустил на подбородок и курил. Старшак похитрее. У него в маске для курения был приспособлен особый клапан. Специально на заказ покупал. «Да блин, Михалыч, да и при коммунистах, признай, так же было бы. Дали план сверху и попросили потерпеть. У нас город такой, кругом тяжелая промышленность, поэтому и воздух такой тяжелый. Ты знаешь, если бы такое случилось при Сталине, всю бы верхушку сразу поставили к стене. Обосрал город, получи пулю. А сейчас президент с ними цацкается, пальцем грозит. Тю-тю-тю, плохо сделали. Половина города по больницам кашляет, заводы как работали, так и работают. Это компрадорской буржуазии только прибыль нужна. О людях буржуи не думают. Наши кончатся, завезут из Узбекистана. Денег насосутся и за границу, в теплые страны. Дети-то ихние, вон, погляди, все в Англии живут, в Швейцарии. Дети буржуйские нашего воздуха и не нюхают. Горячо возражал сосед. Ладно, Михалыч, хорошо с тобой покурить, но мой младшой подошел, пойдем мы. Заметив Антона, сообщил старшак. Вещи нам надо перевозить, Петрович. Ну с Богом, Семёныч, с Богом. Если чё, ты свистни, я этой обезьяне на коврик кучу наложу, если надо. От чистого сердца пообещал сосед. Петрович, я подумаю. Ответил старшак и заржал. Поздоровался с Антоном, и они вместе поднялись к нему в комнату. Они взяли каждый по сумке, вышли в коридор. И там старшак, заметив студента, снимавшего соседнюю с Антоном комнату, поинтересовался у него о месте нахождения хозяйки. Так она спит в это время, в своих комнатах заперлась и спит. Очень хорошее время, хоть еду можно приготовить без криков, доложил сосед. Да ты что, и долго она обычно спит? Часов до 8 вечера, а потом тут ползает, вынюхивает, не привел ли кто гостей. Старшак первую ходку до машины сделал сам. Потом вернулся со своим огромным рюкзаком, в котором обычно носил инструменты, и попросил соседа за стольник помочь Антону с вещами. «А ты чего?» – с подозрением спросил Антон. «Я сюрприз организую прощальный для обезьяны Петровны. Ты пойми, Тоха, нельзя просто так взять и уйти. У нее о тебе должна остаться добрая память. Ты что, подляну задумал? Так, а ну отставить болтовню. Приказано носить вещи в машину. Вот и носи. Я хочу получить моральную компенсацию за возню с маленьким братиком. Ключи бери». Антону с соседом пришлось послушаться. Старшак нагнал их, когда они переносили последнюю сумку.
Весело насвистывая, помог найти место в машине и выдал соседу 100 рублей за труды. Тот попросил еще и сигарету. Пока они курили, Антон поинтересовался, отчего у него такой довольный вид и чего теперь от этой склочной бабы ждать. Да ерунда, дверь запенил, замок заклеил. На дверь пачку денег прилепил, если кто будет вскрывать, она взорвется и все в краске будет. Блин, она всех убьет за это, 3 шкуры спустит. Задрожал от страха сосед. Вали все на меня. Скажешь, пришли 3 в масках, угрожали, ты грудью защищал дверь хозяйки, плакал, просил без вандализма, звал на помощь. Она ничего не докажет, она же комнаты сдает без документов, менты сразу в нее вцепятся. Хочешь, так я тебе фингал под глазом организую для реализма. Не, лучше сигаретку, она нам в комнате курить не дает. Приходится на улице, попросил сосед. Да бери хоть всю пачку, великодушно разрешил старшак. В этот момент подъездная дверь распахнулась, и оттуда с криком выскочил небритый мужик босиком, в одних трусах и майке. Он с криками начал нарезать круги по двору, совершенно не обращая внимания на погоду. «Веня», — признал старшак, — «опять обострение. А чё он не по месту лечится? Опять про него в дурдоме забыли. Да звонили уже 100 раз и в дурку, и в полицию», — досадливо сплюнул Антон. «Мать его жаловалась, не берут. В дурке карантин в связи с эпидемией гриппа, а полиция сказала, когда он кого-нибудь убьет, тогда им и будет интересно». «А, вон чего. Ладно, помогу этому дому напоследок. Избавлю от Вени», — ухмыльнулся старшак. Он достал из бардачка старый кнопочный телефон, включил его и набрал номер. Дождался ответа и начал говорить сбивчивым голосом. «Алло, экстренная служба? Я нахожусь во дворе дома 17 на улице Кожемяка. Да, Красногорск. У нас тут бегает с ножом странный человек в трусах и майке. Да, зарезал 3, кровь повсюду, весь подъезд в крови. Да я звонил в полицию, но там занято. Помогите, он бежит прямо на нас. Нет, не подходи ко мне, мама!» И на этом слове он закончил разговор. Победоносно поглядел на вылупившихся на него студентов, после чего вытащил из телефона аккумулятор и симку. «Вот так вот, ребятухи. Да тебя за такие шутки посадят. Вычислят за такое в 2 счета», – испугался Антон. «Но пусть вычисляют, у них работа такая. Тоха, я же инженер системы интеграций, я их всех на трубе вертел», – равнодушно ответил старшак. «Тебе жопа будет». «Почему это? Все просто. Они проверят симку. Симка и телефон принадлежат господину У, находящемуся в данный момент в розыске, оформлено на его сторожа. Этот господин 3 месяца назад попросил меня от симки избавиться, потому что сотовый оператор Мегафон подключил на эту симку платную подписку на порнографию. А он эту симку на автоматические ворота ставил, представляешь? Тут кругом психи, у нас даже ворота в стране с прибабахом, сами себе порно заказывает. Так что ничего удивительного, если ворота сами позвонили в экстренную службу и сообщили об общественном правонарушении. Да и не будет никто разбираться. Менты приедут, трупов не найдут и с горя заберут Веню с собой. Все. Ну ты и жук. Ой, да ладно, садись в машину, поедем хоромы смотреть. Уже в машине Антон не выдержал и начал расспрашивать, куда они едут. Хороший ли хозяин, можно ли приводить гостей. Хороший хозяин, лучше не найдешь. У меня поживешь, Тоха. Нехотя признался старшак. Чего? А ты, а жена твоя? Да расстались мы, развод, баста. Если припрется к тебе в мое отсутствие, не пускай. Скажешь, меня нет дома. У нее прав на мою хату нет. Так а ты куда? Старшак вздохнул. Колым нашел выгодный в области. Как раз к Новому году закончу. Так что поселю тебя в своей квартире. Можешь с Анкой там хозяйничать. Я знаю, что эта кикимора Яна ее к тебе не пускала, уродка. Свою жизнь не устроила, так надо чужую испортить. А так будете охранять мою хату и рыбок кормить.
Только если твой дружок Митя в аквариум свою морду сунет, я с него за каждую рыбку спрошу. Он у меня вместо сомика будет водоросли со стенок слизывать. Нормально, покачал головой Антон. После таких новостей он и не знал, что и сказать. Родители знают? Да мне все равно. Старшак в сердцах стукнул кулаком по рулю. Потом тяжело вздохнул и сказал: я человек простой, состоявший в жизни. Чего им меня учить? Ну всякое бывает. Я хотел борща и домашнего уюта, а получил сельдерей и морковку. Посиди-ка, вкалывая сутками на такой диете. Любой мужик работящий завоет. Она тебя на диету перевела? Начнем с того, что она готовить не умела. Увлекалась ЗОЖ. И давай мне сырую еду впаривать. Мясо нельзя, суп нельзя, много работать нельзя. Нашла себе фитнес-инструктора по интересам, он ей мозги и промыл. А я же дома бываю редко, обычно колымлю по вечерам. Она не работала, ей было скучно. Она со мной не развивалась как личность. Вот от скуки и разошлись. Раздался мелодичный голосок в салоне, и старшак вздрогнул. Это радио, видимо, кнопка нажалась. Поспешил ответить Антон. Фу, у меня аж сердце ёкнуло. Вот Анька молодец, правильный подарок тебе сделала. Ты ее, Тоха, береги, она со своей головой дружит, не всем девушкам так повезло. Да, она у меня хорошая. Они подъехали к дому, где жил старшак. Хороший дом, новый, улучшенной планировки. У него тут даже было свое личное парковочное место. Если надо, он мог бы добыть и больше. Старшак в любом коллективе был своим в доску. Никому не отказывал, но и сам отказов терпеть не мог. Сам провел видеонаблюдение в доме, взяв за это самую низкую цену в Красногорске. Сам поставил шлагбаум на въезде во двор. Ключи жильцам прошивал лично, поэтому со всеми находился в приятельских отношениях. Если бы 3 года назад не женился, то и квартиру бы в мастерскую превратил. Жена не позволила, разрешила только аквариум. А раньше он еще много разного зверья держал. Крыс, енота, муравьиную ферму, паука-птицееда. Митю как-то раз хотел по пьяни на цепь посадить, когда узнал, что тот ввязался в финансовую пирамиду. Митя с тех пор, как старшака увидит, заикается и паспорт показывает. Рефлекс выработался. Разумеется, старшаку и тут было лень самому таскать вещи. Ага, вон дворник пасется. Карим, помоги, брат, 100 рублей плачу, век на свай не жевать. Позвал он местного узбека, едва только они вышли из машины. Антон обратил внимание, что дворник вел себя как-то странно. Двигался словно робот. Тот медленно отложил в сторону коробку, которую держал в руках, и на негнущих ногах пошел к ним. «Эй, Каримка, брат, с тобой все хорошо?» – спросил старшак, когда тот подошел ближе. «Брат, лицо у тебя, может, тебе в больницу?» «Карбабо!» – тихо ответил узбек и через несколько секунд повторил. «Карбабо!» «Где Бабо? Давай, я врача вызову!» – переспросил старшак, внимательно вглядываясь ему в лицо. У дворника с губ стекало что-то синее. Синяя слюна? Нет, Дед Мороз! Словно опомнившись, сообщил узбек. И дети. Поле вижу. Родина вспомнил. Меня зовут. Да это мы тебя позвали, Карим. Помоги за денежку вещи перенести ко мне в квартиру. Видишь, брат приехал. Жить тут будет. Ха! Кивнул дворник и начал послушно помогать. Старшак расслабился, сгробастал системный блок Антона и, оставив багажник нараспашку, пошел первый на правах хозяина. Грузовой лифт они не дождались. Не поместившийся вместе с ними узбек побежал по лестнице. Лифт поехал на 6-й этаж. Блин, неудобно как-то перед ним, вздохнул Антон. Да он, похоже, чего-то съел, рассеянно ответил старшак. Съел? Да, не бывает у человека синих слюней, разве что у Мити твоего. Но ему нужно, он гуманоид со стажем.
Да хватит Митьку обзывать, ну дурак, бывает у него иногда. Нет, он тупиковая ветвь эволюции. Главное, по всем законам должен был сдохнуть давно. Но живет же, зараза. Надо с уфологами поговорить. Они таких изучают. Антон картинно закатил глаза и вздохнул. Старшак открыл входную дверь и начал распоряжаться, куда складывать вещи. «Так а ты на месяц уезжаешь?» – спросил Антон. «Ну, если повезет с заказчицей, то и на 3. Она женщина видная, одинокая. У нее своя загородная база отдыха, 2 бани, сосновый бор, домиков для отдыха 10-2. Периметр опять же без видеонаблюдения. Давно мне глазки строила, к себе зазывала, да я все женатый был. А как узнала, что я развелся, так и предложила Колым». Рассеянно отозвался старшак. «Да ну что, правда?» «Вот тебе и ну. Чё у тебя глаза заблестели так? У тебя Анька есть, я тебя с собой не возьму, это мне можно. Я разведенный мужик, поеду за город, грусть тоску сниму за доброй работой. Ну и наберусь сексуального опыта». «Да я это не в том смысле. Я хотел спасибо сказать», – смутился Антон. «Ага». Старшак по-прежнему был рассеян. «А где Карим-то? Должен был давно прибежать. Может, вниз пойдем?» «Пойдем, я дверь открытой оставлю, может, он на этаже перепутал». Когда они подходили к лифту, старшак продолжил. «Чё мне твое спасибо? Мы же родня, помогать должны друг другу, иначе никак. А скотинимся, будем как Митя в пирамиды всякие вступать и в говно без советов и всякой помощи. Ты, главное, на ус мотай, я тебе долго тут обитать не дам. Месяц, 2, 3 и под зад ногой тебя выпущу по-братски. Сейчас дела свои с Санькой устраивай, валяй ее по всей кровати, я разрешаю. И как только она свою должность получит, сразу ее на серьезный разговор. И веди себя как мужик. Мол, хочу вместе с вами, мадмуазель, всю жизнь. Всегда мечтал. Она поймет, она у тебя правильная. Снимите свою хату, а пока денег поднакопишь, усек?» «Да, усек». Они вышли из подъезда. «Да черт, где же Карим?» Огляделся старшак. Во дворе было пусто. Антон подошел к ящику, оставленному дворником, и зачем-то пнул его ногой. Ящик завалился на бок, и оттуда посыпались синие гранулы. «Это чего, реагент?» – спросил он у старшака. «Да какой реагент? В первый раз такое вижу», – удивился тот. «Да новый. Митька сказал утром, что им теперь всюду снег посыпают. А ты что, разве не замечал? Во всем городе использовать начали». «Да не обратил внимания». Старшак присел над рассыпающимся из ящика гранулами синего цвета. «А какого цвета были слюни у Карима?» «Синие, а…» «Карбаба! Карбаба!» Откуда-то сверху до них донесся громкий крик. Они машинально подняли головы, и им показалось, что они увидели там, в тумане, дворника, отплясывающего на краю крыши. «Твою ж мать, Карим, стой!» – закричал старшак, срывая с себя маску, но было уже поздно. Узбек полетел вниз. Антон в страхе зажмурился и через несколько секунд пожалел, что не закрыл и уши. Карим громким звоном и лязгом упал на чей-то автомобиль, припаркованный возле дома. А еще через одну невыносимо долгую секунду завизжала автомобильная сигнализация. Ну что ж, вот и подошла к концу очередная история, на которую было потрачено вагон времени. Надеюсь на вашу поддержку в виде подписки и комментария. Ну а если еще и поделитесь со своим другом, то цены вам нет. Для вас это 20 секунд потраченного времени, а для канала это как-никак продвижение. Кто же, как не вы? Всем хорошего настроения и до скорых историй. С любовью и уважением, ваш Андрей.